Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Сразу хочу вас предупредить, ребят, я себя что-то вообще неважно чувствую сегодня, но и чтобы не оставлять вас без контента, да, я постараюсь что-нибудь сейчас интересненькое такое отснять, поэтому с вас максимальная поддержка в виде лайка, комментария, подписки, кто не подписан. Ну а кто, соответственно, может оформить спонсорскую программу, то милости прошу к нашему шалашу. Еще я очень надеюсь, что мое сейчас состояние не повлияет на качество контента. Если что, то в комментах напишите, что к чему. И если все-таки повлияет, то напишите, чтобы лучше бы я, знаете, там отдохнул денек. Там ролик не выйдет, ничего страшного, я думаю, от этого не будет. Но в целом. Есть несколько новостей. Завтра, ну, для меня это... Давайте не так. Для меня это завтра, для вас это сегодня, поэтому сегодня будет стрим. Стрим во сколько будет, не знаю, поэтому в своем телеграм-канале я вам сообщу, во сколько будет стрим. Кто не подписан, соответственно, на телегу, это намек на то, что вам нужно и пора уже подписаться на телеграм-канал. Тут мне панда со старта пришла, и если честно, я хочу попробовать сыграть через эту панду. Надеюсь, мне упадет клевер, я закину этот клевер в панду, и панда такая мне устроит пандапад лютейший. Я такой, хе-хе-хе, какая красота. Кстати, стрим какой будет? Это будет не авточес, это будет ТФТ, поэтому... Кому интересно, залетайте. А вот только он во сколько будет, не знаю. Вот, все. Короче, всю информацию я вам сказал. О, кливер, сюда. Сюда эту прикормку. А теперь давай мне ранних пант, и мы будем кайфовать. Тут и легендарки прикольные, и аппарат, кстати, есть. Можно было бы попробовать этого аппарата реализовать нового. Но на самом деле, как по мне, этого аппарата как-то жестко нерфанули, потому что у аппарата нет теперь такого же лютого дамага, как был у него раньше. Не знаю, с чем это связано, зачем так разработчики поступили. Я вот заходил в тестовое лобби, ну, создавал там каточку, все такое. Вот. И пытался его как-то там реализовать. И чтобы вы понимали, у меня не получилось как-либо его реализовать. Ну, не пошло и все. Хоть ты тресни. Урона нет. Не получилось реализовать его. Как-то вообще не получилось. То есть такое ощущение, что они его полностью поднерфили. Прям, знаете, подчистую. Может, я просто еще не нашел какой-то способ, как его реализовать. Я просто, знаете, по стринге попробовал собрать 5 драконов, поставить там дизраптора, поставить аппарата и посмотреть, насколько будет очень, ну, урона много. Но на самом деле урона... Громулька. Громулька полнейшая. Не знаю, с чем это связано. Ну, ладно. Ладно. Короче, на чем хочу играть? Не знаю. Что будет идти, от того буду, соответственно, отталкиваться. Тут, в принципе, есть легендарные фигуры, на которых можно было бы поиграть. Во-первых, тут есть минерчик, тут есть берсерк, есть варлок. Можно было бы вот попробовать закомбинировать его с аппаратом. Если еще и дизраптор здесь сверху будет, то можно будет с дизраптором его закомбинировать. Но, если честно, хотелось бы мне попробовать 6 богов плюс миньора. Боже, там бы такие мины были бы сочные. Но из-за того, что сейчас Драконий Рог находится в 4 тире, на миньоре довольно-таки сложно играть. И тут стоять у тебя будет выбор. Если тебе упадет рефрешер, то, соответственно, ты хочешь рефрешер взять. То есть ты берешь рефрешер под этого миньора, мифриловый доспех, агоним и перчатку 5 тира. Все, начинаешь просто взрывать все и вся. Все и вся. Это такая, одна из идей у меня сейчас есть. Ну, а берсерк, ну, либо же я буду его пытаться собирать через воинов, либо же через троллей. Ну, через троллей мы часто видим, может попробовать через воинов, либо же вообще через зверей попробовать его собрать, а? Блин, как мне хорошо орки пришли. Можно было поставить сейчас 4 орков, если бы у меня они были. Но их нет. О, дефолтная Марси собирается, кстати. Привет. Почему у него 2 Марси? Он, правда, без денег сидит. Сочувствую ему. У меня уже экономика в 30 монет вышла. Что хорошо, на самом деле. А что там панда принесет мне сегодня, а? Я что, зря в нее кливер закидывал? Я сейчас не понял. А ну-ка, пандочка. Давай. Рожай мне кого-нибудь. Так. Я хочу услышать фидбэк от вас, ребят. Как вам эгида-то по итогу? Я вот, кстати, знаете, может Сларка попробовать сейчас реализовать?
Ну, такое. Вроде бы как бы хочется попробовать эту темпларку реализовать, а вроде бы как, ну, может, его в баню. Кстати, может взять маленькую цветку и поставить ее вот таким вот образом. Сейчас поставил себе что маленькую цветку, а вдруг здесь есть импресска, и мне панда такая: ха, Саня, я тут тебе панд не присумоню, ну вот держи тебе импресску. На самом деле, когда вот такие вот одиночные синергии на столе появляются, то, соответственно, на них вероятность, что присумонит панда, намного выше. Почему оно так работает, я, если честно, не знаю. То есть, вот я имею в виду, там, цвет ставите, древних ставите и синергию Киры ставите, и почему-то панда берут упор именно на эти 3 синергии. Либо же это мне просто так везет, ну, что я больше всего... Точнее, это то, что я больше верю, то, что это мне просто так везет. Ой, хорошо. Ой, хорошо, ракетки полетели. Жалко, я не смог бы этот раунд выиграть никак. Так, Марси берем. Да берем. Почему нет? Берем, естественно, берем эту Марси. Куда ее деть вообще? Некуда ее деть. Берем эту Марси. У меня на самом деле и предметы под нее неплохие. Че, я думаю, может переработать предмет сейчас. Палку там взять какую-то, либо башер. Ага. Два предмета хороших мне упало. Там есть и палка. Там есть и клевер. И вот как бы хочется и тот предмет. Клевер как бы сейчас брать заранее, я думаю, это будет ошибка. Может вообще ничего не брать, может тупо подождать. Упадет панда, соответственно, возьму. Не упадет, не возьму. Ладно, пока что с выбором предметов я не буду спешить. Перестрахуюсь немножко. Пока что поставил себе, если что, синергию кунг-фу. Я не буду играть через Марси, сразу вам говорю. Я просто поставил себе синергию кунг-фу, чтобы как можно больше КХП сэкономить. Марси под синергию кунг-фу смотрится прям вообще шикарно. Как родная. Ну, естественно, она же является кунг-фуистом. Да у меня немножечко фляга течет, ребят. От такой-то некорректной информации. Хватит вам там баталии устраивать между друг другом. Пора уже, все, заканчивайте там свою баталию. Ну алло. Хватит там драться. Все, наконец-то. Чел с Марси победил. Не, ну у него просто есть Марс. Это такой огромный кусок мяса, который неплохо таки танчит. Куча людей через устрик играет. Для меня это только в кассу. Пока непонятно. Я думаю, здесь по-любому будет метовая Марси. И есть такое подозрение, что все-таки здесь появятся инсеки. Кстати, а ну-ка напишите мне в комментариях, что по поводу инсеков. Их стало меньше в играх или наоборот их стало так же самое, как и было? Потому что там же инвокера понерфили. И теперь как-то, ну... Хотя, на самом деле, я думаю, инсеки всегда будут в мете, вне зависимости от того, что-то меняют. Одно понерфят, найдут второе. Ну, добей, чуть-чуть, ну, чуть-чуть. Добей, ты падло. Ох ты ж и падло. Собака пришла. Хорошо. Я на самом деле, знаете что? Я хочу поставить 2 панды. А вдруг придет? Вот серьезно, а вдруг? Каждая панда работает с шансом выпадения отдельно друг от друга, поэтому чем больше панд поставить, тем, соответственно, выше шанс, что мне будут приходить панды. Либо же это самовнушение. Я, конечно, хочу верить в то, что это не самовнушение. Это в действительности такой, знаете, подтвержденный факт. Но на самом деле, вот сколько раз я ставил много панд, то, соответственно, мне панды чаще приходили. То есть я вот ставил 2 пивных, там, ну, короче. Чем больше панд, тем лучше. Вот так вот я вам скажу. Тем, соответственно, выше шанс, что у вас будут падать панды. Сейчас посмотрим, что мне за реликвия упадет. Упал башер первого тира. Неплохой предмет, на самом деле, особенно под Марси. Я бы даже сказал, это шикарнейший предмет под Марси. А я клевер не взял, прикиньте. Ну, погнали.
Вопросов не имею. Закон подлости в собственном соку. Здорово. Так, хитрец ко мне пришел. Знаете, как мы можем здесь поиграть? Мы можем собрать здесь синергию кунг-фу и поставить горн. А можно, знаете, как еще сделать? Если в нераскрытых легендарных фигурах будет Джакира, то мы можем поставить 5 драконов, 4 кунг-фу и просто кайфовать от жизни. Ладно, я возьму манго. Не хочу брать аптечку, я хочу взять манго. Там много людей, которые играют на лустрике, поэтому я возьму манго. Хоть манго, на самом деле, я считаю, что нужно бафнуть. Хотя, наверное, это такая ошибка, то, что я сейчас взял манго. Там просто, смотрите, 4 человека играют сейчас через лустрик. И вот это вот манго я могу прям хорошенько заабузить до того момента, что я еще и получу усиленная мана, которая защитит меня от летального исхода. То есть я не вылечу из игры, когда у меня будет, ну, там, допустим, 1 хп, мне прилетит минус 90. Я вряд ли, ну, думаю, вряд ли это поможет, конечно, но потянуть время может. Так, сейчас раунд выиграю, все, погнали манго реализовывать на максимум. Погнали. Там реально много людей на лустрике играет, поэтому я думаю, манго это самое лучшее решение сейчас. Чемпион, ну, вообще шикарно сейчас идут. Все, пандапад начался, поехали. Начался пандапад. Давай, манго сюда. Сейчас раунд начнется, и манго прилетит ко мне. Не одному мне там пандапад идет. Чел на первом месте на чем-то таком непонятном будет играть. Угу. Так, манго юзаем. Ой, хорошо. Как мне много насыпало. Просто сюда эту прикормку. Вот это я понимаю приход. Еще один раз рольнул, и мне еще и волшебник упал. Вообще шикарно. 10 из 10 ставлю. Вот это реально кайф. Все, у меня есть 3 панды. Можно будет поиграть здесь через хитреца еще, кстати. Не можно, я думаю, нужно будет поиграть через хитреца. Я давно не играл на хитреце, хочу попробовать его реализовать. Но только все зависит от того, будет ли он мне идти. Если он будет идти мне, то да, я его реализую. Если идти не будет, то я его, соответственно, не реализую. Ну, как бы логично, да. Ну, вообще, из крайности в крайность. Блин, о, все, панды пошли, 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 мои родненькие, мои пандочки. Мои золотые. Все. Настроение сразу плюс 1000. Я думаю, вместо цемки поставить панду. Так, чувак один уже ливнул. Понял, что дело запахло жареным. И он такой, да ну его в баню. Это странно, почему он ливнул. У него по хпшке норм, по экономике норм. Странно. Ладно, вместо цемки, короче, поставлю. Пусть у меня будет 4 панды на столе. Буду максимально пытаться триггерить этих панд. Чтобы они мне 100% падали. Чисто у меня хитрец. Один раз так пролетел и очень много урона нанес. Если мне еще и повезет раннего хитреца в 2 звезды найти, с хорошими предметами, этот хитрец будет наваливать так. Что ж, шарики за ролики закатятся. Я, кстати, возьму, наверное, морскую волшебницу вместо Рубика. Хотя, на самом деле, я, наверное, неправильно сейчас сделал. Надо было Рубика оставить. Надо было Рубика оставить. Так, сюда. Клеверы будем накидывать каждому. Клеверы это хорошо. Можно реально фулгора поставить. Я почему по поводу Рубика сказал, что я ошибку сделал? То, что тут же есть хан, а я же хочу поставить фулгорн. А Рубик это даст мне немножко синергию богов. Поэтому я совершил ошибку. Не, ну сейчас мне панды нормально так сыпятся. Может это даже будет и не хитрец, это будет все-таки Эмбер. Хорошие предметы, но я буду рандомить.
О, ну, кстати, неплохой медальон. Кстати, кто вдруг не знает, как работает синергия кунг-фу, объясняю. Синергия кунг-фу триггерится на все, что наносит урон. То есть, это касается и предметов, и всяких возвраток и тому подобное. То есть, все, что наносит урон, имеет вероятность, что сработает синергия кунг-фу. Если, естественно, этот урон наносится от фигуры, в которой находится синергия кунг-фу. То есть, вы закидываете в хитреца молнии 5-го тира, вас начинают бить, молнии прокают, и есть вероятность, что сработает синергия кунг-фу. Вот этим мне кунг-фу и нравится. Кунг-фу вообще это сильная сборка. Наваливает она, ой-ой-ой. Тут чел на ловстрике играет, кстати. Надо было, наверное, все-таки жрецов собирать. Я просто не поверил в то, что я буду довольно-таки часто выигрывать. Не поверил. Ой, хорошо. Я сначала подумал, что ко мне пришла пивная панда. Ну, по всем законам подлости, она как бы должна им была прийти. 2 хитрецов ставлю, потому что тембра особо прока у меня не будет сейчас на таком столе. У меня больше будет прока от того, что у меня есть хитрецы. Так как они, возможно, затриггерят синергию кунг-фу. Вообще, возможно, мне стоило взять все-таки аптечку. Аптечка была бы тоже неплохая. Но я бы тогда мог по хп люто просесть. А по опыту вряд ли. Дум уже в 2 звезды. Хороший стол. И это чел, я напомню, что он на 7-м уровне нашел себе уже Дума в 2 звезды. Нормально, нормально. Скиллуку показывает. Так, ну тут я раунд должен проиграть. Да. Тут Хускар. Хитрец против Хускара себя не очень чувствует. Хотя на самом деле хитрец против Хускара, ну, более-менее себя чувствует. Почему? Потому что, смотрите, есть в любом случае вероятность, что сработает синергия кунг-фу. Синергия кунг-фу, она зависит от чего? Она работает от того, сколько у вас урона, и сколько у вас урона наносит, соответственно, способность, и какое количество хп у вашего противника. Чем, соответственно, меньше хп у вашего противника, тем, соответственно, выше вероятность, что сработает синергия кунг-фу. Так же самое это касается по наносимому урону. Чем выше вы наносите урон, тем, соответственно, выше вероятность, что у вас сработает синергия кунг-фу. И самый главный момент, ребят, клевер 1-го тира увеличивает все шансы срабатывания синергии кунг-фу. Это кто вдруг не знал. Хотя я думаю, таких единицы, но вот как бы вам, скажем так, информация в массы. Достоверная, проверенная информация в массы. Так, отвали со своими камнями, пожалуйста. Не трогай меня своими камнями. Да. Так был близко сбить ему винстрик. О да, детка. О да, детка. Все. Хитрец 2 звезды. Вот на самом деле, знаете, если вам очень рано начинают панды сыпаться, боже, как же это хорошо для вашей экономики. Особенно если вы поставили себе довольно-таки сильный стол. Я уже не раз это подмечал и подмечу сейчас еще раз. То, что когда вы будете играть, допустим, через синергию панд, и у вас лютый пандапад, так вы мало того, что вот если поставите просто синергию себе кунг-фу, и у вас будут чисто панды падать, то вы будете держать такую обалденную экономику. Так вы мало ли того, что еще можете потом эти панды бесполезные, которые вам не нужны, продать. Будете вообще чилить. Не нравится мне то, что там чил с очищенной сферой. Но, кстати, урона нормально, я только что им накидал. Нормально. Винстрик заберу, винстрик заберу. Давай, давай. Ой, хорошо. Хе-хе. Так, антимаг. Антимаг это круто, но я думаю, антимага брать не буду. Не буду. Так, клевер сюда. Каждой панде по клеверу закидываю, чтобы увеличить шанс, что сработает синергия пандаменов. И все-таки будет суммон какой-то. Нереальный. Так, все, антимага продал, чтобы он мне глаза не мозолил. Не хочу играть через антимага. Я вообще не хочу сегодня играть через имбу. Я хочу сделать какой-то интересный контент. И вот мне панда, в принципе, сыпется, поэтому будем играть сегодня через панд. Тупо через панд. И посмотрим на результат. А если еще и с предметами мне повезет. Ой-ой-ой. Там забей. Ну, кстати, синергия кунг-фу отлично дефает все на свете. Омник.
сюда эту сладкую булочку. Так. Вместо эльфийской волшебницы ставим Рубика. Оу. Я думаю взять хаотичный договор. Хотя на самом деле магическая коробка тоже хорошая. Может все-таки взять магическую коробку? Да не, вероятность того, что я буду оттуда доставать пант, крайне мала. Если там был бы какой-то повышенный шанс на то, что мне упадет панда, с того, что я буду фиолетовые фигуры переделывать, то я бы 100% брал. Но... Может, хаотичный договор взять? По сути, у меня сейчас довольно-таки сильный стол, хоть он у меня, хоть у меня, наверное, если по звездности смотреть не очень. Но из-за того, что у меня есть Синрия, Кунг-фу и Хитрец за 2 звезды, у меня довольно-таки сильный стол. Если ко мне сейчас еще и придет нефритовый генерал в 2 звезды, то там забей. Там урона будет тупо космос. Этот чувак вылетел. Если на 25-м раунде мне упадет посох 3-го тира, то это вообще будет прекрасно. С посохом 3-го тира у меня урона будет катастрофически много. Убийцы, кстати, собираются против меня. Ну вот я когда поставлю себе город, в принципе, убийц я не особо буду страшиться. Плюс здесь есть у меня омник. Если здесь не нарисуется темпларка, либо хрен с перчаткой 5-го тира, то все будет замечательно. Так, там берсерка раскрыли. На первом месте хаотичного договора нет. Ладно, активирую хаотичный договор. Я думаю, я думаю, я смогу удержать винстрик. 7 единиц винстрика 100% должен собрать. Стол у меня добротный. Боже, как я разрываю. Пожалуйста, чтоб мне сейчас на 25-м раунде упал посох 3-го тира. Я же просто его в хитреца закину, там урона будет миллиард. И мифриловые доспехи, может, если упадет, вообще шикарно будет. Вообще, кристалл мана плюс 50. Мифриловые доспехи, посох 3-го тира. Это 3 имбовые шмотки, которые бы мне хотелось видеть. На секундочку. Ну, кстати, а здесь магический урон-то особо себя может не раскрыть. Потому что в игре есть омник. Если омник собирается в 2 звезды, то там 60% магического урона будет уходить в молоко. Хоть он и будет накидывать свой щит на 4 секунды, но все равно это 4 секунды. 60% это довольно-таки много срезания урона. А если он еще и морских поставит, то там забей. Ладно, будем отталкиваться, соответственно, проблем по мере их поступления. Потому что сейчас прорабатывать как бы все ситуации и думать о худшем, ну, как бы можно, как говорится, верить в лучшее, но готовиться к худшему. Винстрик, винстрик! Да! Ой-ой-ой, сладкий, спасибо тебе огромное за винстрик. Боже, какой ты красавчик. Ты просто красавелла. Просто лев. Спасибо. Просто 13 винстрик. Сюда эту прикормку. Еще и Эмбер пришел с ДК. Но ДК мне не нужен. Так, Бэмс. Ставим Омника. Хорошо. Так, вертолетика раскрываем. Просто посмотрите, у меня уже 10 уровень. И довольно-таки неплохой стол. Кого я ищу? Во-первых, я ищу Хана. А во-вторых, я ищу Омника. 2 героя, которые мне будут необходимы. В дальнейшем, правда, если что, продам. Они мне будут не нужны. Так, тут Хускар в 3 звезды. Это неприятненько. Если этот чел доживет, то мне придется искать перчатку 5-го тира. Потому что урона у меня не будет по нему. Вообще не будет. Весь мой урон, он магический. А у Хускара, извините, там 80% магического сопротивления, на секундочку.
Там одной тычки, если что, ему не хватило, чтобы я его снес. Так, хитрец идет отлично. Понял. Ну, нет так нет. Не хочешь давать мне хитреца, но и не надо. Скорее всего, придется искать перчатку 5-го тира, поэтому от посоха 3-го тира мне особого прока не будет. Ну, ладно. Пусть мне хотя бы мифриловый доспех упадет. Так, корона упала на хп реген. Ну, в принципе, не бесполезная, но хотелось бы что-то получше. Без руж, но это мы все скипаем. Почему я не удивлен? Сейчас мне упал максимально бесполезный предмет. Может рольнуть предметы? Пу-пу-пу, два обалденнейших предмета мне сейчас упало. И Мьёльнир, который идеально смотрится под синергию кунг-фу, и Айганим, который тоже отлично будет смотреться. Айганим даст мне, получается, на 100 урона больше, и по 6 целям у меня будет прыгать, и КД поменьше сделает. Но я на самом деле хочу взять молнии, потому что, во-первых, когда я буду бить, есть вероятность, что сработает молнии по 5 целям. И когда меня будут бить, соответственно, тоже есть вероятность, что сработает молнии. А будут срабатывать молнии, соответственно, что? Правильно, есть вероятность, что сработает синергия кунг-фу. Вот так вот. Пивную панду продавать не буду. Кстати, чел морских еще ставит себе здесь, но это ему, конечно, не помогло. Но, наверное, пока что не определился со сборкой, потому что, ну... Блин, как хорошо мне идет. Еще и нефритовый генерал падает. Вот на самом деле нефритового генерала я хочу оставить. Самый долгий стан в игре. А, не, у Тайда намного дольше, но у нефритового генерала он все-таки какой-то жестче, я бы так сказал. Взять его КД и все такое. Пу-пу-пу. Свен 2 звезды. Чел на Роуне собрал себе еще Свена 2 звезды. Да, вынес он меня. Свен в 2 звезды нормально так навалил движа. Хотя тут больше не Свен нанес урона, а Кунка. 5000 урона на секундочку. Так, но магическую панду я брать не буду, в этом нет никакого смысла. Квапа. Блин, Квапа было бы хорошо, но... У меня на нее места-то не будет. Так, ладно, лишние фигуры продаем. Ладно, и Квапу тоже продаем. Ну, не нужна мне Квапа. Конкретно сейчас мне Квапа 100% не нужна. Так. Сейчас пока что ЦМ-ку продам, Квапу немножко оставлю. Может, вместо Эмбера поставлю, если прям так критически будет. Хотя мне в любом случае нужно будет место, поэтому Эмбера я в любом случае буду продавать. Если я хочу поставить себе Full Горн, то Эмбер мне здесь бесполезен.
Блин, хорошо на самом деле то, что мне Омник ранее пришел. Все-таки подхил. Снятие дебафов. Единственный минус это то, что не скидывает думы. Вот это вот прям печально. Да. Нефритовый генерал, хорошо. Ладно, Квапа, погуляй. Квапа мне не нужна. Ну просто если сравнивать импакт Квапа либо Омник, то естественно я беру Омника. Вулгорн, конечно, такое сомнительное будет решение, но мне кажется, в любом случае будет неплохое. Тут по-любому будет керри, который будет кастовать, керри, который будет с руки наваливать. Так, ладно, пока так поставлю. Эмбера тоже продал, от него проку нет. Никакого. Я вот думаю, может вместо Марси все-таки обезьяну начать собирать. О, хан. Изи. Полный горн сюда. Один горн на агр. Один горн, который обезоруживает. И один горн, который после использования способности дает стан. Там, конечно, шансы у них маленькие, но они какие-никакие есть. Так, на автопокупку ставлю. Я все-таки, наверное, буду пытаться обезьяну в 3 звезды собрать, потому что если я соберу себе обезьяну в 3 звезды, она может держать в вечном стане. Ну и плюс у меня как бы Мьёльнир есть, который, ну, на секундочку, отлично смотрится так-то. Под эту обезьяну. Души его, хорош. Я сейчас на секунду подумал, то, что я сейчас туда отправлюсь. Пивную панду собираем. Так, магический урон отдаем. Тут мы ничего не будем сейчас переделывать. Подождем. Непонятно, что там собирает сейчас Рован. У него 11 уровень. Кстати, хаотичный договор-то я реализовал. Так-то, хаотичный договор я реализовал. 7 побед у меня в кармане. Сейчас еще и предмет 3-го тира получу. Интересно, что? Какую-то хрень по-любому. Чел на 2-м месте уже Квапу нашел себе. Интересно, через кого он планирует играть? У него есть там Свен в 2 звезды. Есть Квапа. Мне что-то кажется, что он хочет поставить себе демонов. Но он же ведьмаков полных не поставит. Хотя, в принципе, если он будет играть чисто через демонов, то ему и не надо как бы эти ведьмаки. 2 ведьмаков будет хватать. Ну ладно, короче, использую сумку Пандамена. Я думаю, игра сейчас надолго не затянется. Так, вот это вот берем. Потому что, во-первых, это массовый тик с уроном. Плюс броня, плюс, соответственно, это мана-реген. За каждую задетую фигуру буду получать ману. Оговорочка по Фрейду. Денежки. Денежки я буду получать, ага. Да где мой Омник? Я не хочу, если честно, сейчас тратить яйцо на Омника. Вот прям вообще не хочу. Так, вот этого солнечного шамана продаю. Потому что он 3 монетки стоил. Кстати, если что-то, вы можете такую тему обузить. Если вы до этого купили фигуру за полную стоимость, то в дальнейшем вы эту фигуру можете продать и поменять местами. Вот как я сейчас сделал. У меня было 2 солнечных шамана, один за 3 монетки стоил, одну монетку. Я за 3 монетки продал и все. Но это так, знаете, это можно делать только в тех случаях, если у вас есть бесполезные фигуры. Так, я понял. Во-первых, я сейчас очень много урона получаю от воинов. Во-вторых, пчела там шар бездны. Думаю, хоть добьешь? Не добьет, думаю, походу. Да. Обидно. Ладно, надо будет искать перчатку 5-го тира. Без перчатки 5-го тира мне здесь будет ультра туго. Да дай ты мне Омника, пожалуйста. Жлоб. Ой, ты жлоб. О, вот это я уже понимаю другой разговор.
Стоило назвать его жлобом, так он сразу мне принес то, что надо. Так, ладно, что, меня хватает на то, чтобы найти все? Хватает, погнали. Ага, спасибо. Я не скажу, что это плохой предмет. Хекс на самом деле довольно-таки хороший предмет, но в данном случае мне нужна перчатка 5-го тира. Ой-ой-ой. Не, ну у него и Свен в 2 звезды, и Хан в 3 звезды. Нормально, что я себе там на 11 уровне понаходил. На секундочку. Кстати, Горн работает. Свен все свое время тратит на то, чтобы сейчас убить этот Горн. Красавчик. Ой, красавчик какой. Хорош. Так, у Рована там 1 хп остался на 11 уровне. Могу сказать, что я ему немного сочувствую. Так, знаете, чуточку. На полшишечки сочувствую. На самом деле нет, не сочувствую. Да, там толпа воинов собирается. Мне нужно по-любому найти себе сейчас перчатку 5-го тира. Без перчатки 5-го тира мне будет туго. По-любому надо. Не будет перчатки, не будет победы. Да, там еще и Хускара в 3 звезды. Не-не-не, мне по-любому нужно будет искать сейчас перчатку 5-го тира. Перчатка 5-го тира, это будет то, что доктор прописал. Тут вообще у него непонятно, что он там себе собирает. У него получается и убийцы, и Керри Свен. Кого Керри? Зачем Керри? Вообще непонятно. Так, Рован, ты вылетишь? Вылетишь, сладенький, хорошо. Так, еще одно яйцо. Отлично. Мне нужно еще 2 яйца. Сейчас придет, если 2 яйца. У меня будет хитрец в 3. И будет по кайфу. Я не понимаю, что убийца собирает. Ой, он Кирасу нашел, боже. Как же это плохо. Не найду перчатку 5-го тира, он мне будет взрывать. Я, во-первых, этого Хускара сейчас пробивать не буду. А во-вторых, у него есть Кираса, которая ультра много урона будет мне наносить. Вон, видите, сколько я урона себе получаю в табло? У меня просто хитрец 1 раз пролетел, и все, и вынес половину народу. Ну, половину самого себя. Да. Грустно. Генерал сам себя схавал сейчас. Не, надо по-любому перчатку 5-го тира. Без перчатки туго. Добей, 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 умник. Хорош. Хоть одного добил. Я думал, он вообще никого не добьет. Генерал идет к 100. Пивная панда. Пивная панда, кстати, 3 звезды тоже неплохая. Она дает много уклонения. Поджигает еще сверху. Когда туда какая-то способность прилетает. И это тоже, если что, триггер для того, чтобы сработать синергию кунг-фу. Сейчас посмотрим, что мне за предметы 4-го тира упадут. Из 4-го тира, на самом деле, что я хочу? Можно было бы, конечно, какой-то догон найти. Ну, такое. Драконий рог, кстати, можно было бы, чтобы упал с 4-го тира. Если упадет драконий рог, то мне, в принципе, предметы на ману не нужны будут. Я могу их рольнуть. А из предметов на ману у меня сейчас это, если что, броня вот эта 3-го тира, которая массово наносит урон. Чисто обезьяна сработала синергия кунг-фу. 6500 урона. Сюда. После 3-го тира еще упал. И драконий рог. Не, это, конечно, круто мне сейчас пришло. Есть один самый главный минус. Это байт. Это байт. Стролится? Я думаю, надо рискнуть. Поехали.
Пожалуйста. Ну дай яйцо. Ну, пожалуйста. Ну я ж забайтился, дай яйцо. Мне либо нужен один хитрец, либо одно яйцо. И все. И игра будет сказкой. Просто понимаете, этот воин сейчас может меня спокойно выносить. У него есть Кираса, он на Хускаре играет, и я тупо сам себя уничтожу. Мне даже ролить, по сути-то, нечего. Здорово, воин. Вот это, кстати, тот воин. Вот смотри. Не, мне нужна перчатка. Это невыносимо. Это, мне 100% нужна перчатка. Без перчатки слишком много урона в табло получаю. Будем надеяться, что бог рандома мне приведет перчатку. С первого раза. Без нытья. Ну дай. Да иди ты. Еще магическая панда это идет. Ладно, агоним, в принципе, не такой уж и плохой предмет. Просто сейчас мне этот агоним не нужен, понимаете? Я пока что оставлю агоним в Омнике. Мне кажется, в Омнике это будет намного профитнее. Там у Омника будет минимальная КД на использование своей ульты. Соответственно, он будет хотя бы хилить. Ну, мне кажется, это будет намного профитнее. Я, кстати, если что, зимнее объятие перекинул сейчас нефритового генерала по той же причине, что слишком много хитрец у меня урона получает в табло. Тупо до того, как начался бой, из-за того, что хитрец активирует зимнее объятие, для чтобы ману порегенить, он очень много себе лицо отрывает. Очень много. Лица, точней. И это проблема. Вот, да, кстати. 8 секунд сейчас откат на 3-м уровне, но при этом у него там 5 секунд с чем-то. Не, нефритовый генерал не справится, к сожалению. Хоть и вечный стан он накидывает сейчас, но он не справится. Пу-пу-пу. Ребята, мы в чем-то коричневым. Чел там еще нашелся щит 5-го тира. Это вдвойне плохо. Это не то, что вдвойне. Это втройне плохо. Этот щит 5-го тира, если что, может вернуть мне ваншот. То есть даже если мой хитрец будет летать туда-сюда, есть огромнейшая вероятность, что ваншот прилетит обратно к хитрецам. Огромнейшая. Он еще и Омника нашел с агонимом. Угу. Так, отхил хорошо, пошел. Омник несколько раз уже выручил. Хиль. Хорошо. Хекс прилетел в меня, понял. Так, отхил пошел. Вот видите, урона мне тупо не хватает. Хотя... Блин, неужели... У него очищающая сфера. Это огромная проблема для меня. Очищающая сфера, она здесь, что выключает синергию кунг-фу. И от этого все проблемы. Да, мне не хватит урона, походу, его забрать. А, не, быстрее время закончится. Но предметы, конечно, у него шикарные. Вопросов не имею. Да. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой, сюда эту прикормку. Ой-ой-ой, вот теперь сейчас игра пойдет как по маслу. Хотя нет, не пойдет как по маслу. Знаете почему? Потому что у меня снова магический урон, а там слишком огромный воин. И пока я не найду себе перчатку 5-го тира, я буду получать слишком сильно в табло.
Не, сейчас мне будет в действительности намного проще забирать всех моих противников, которые передо мной есть. Но все равно этого будет недостаточно из-за того, что хитрец у меня быстрее откиснет, нежели я заберу того же самого Хускара. Когда я найду перчатку 5-го тира, то там забей. Это будет для них прям печальный моментик. Под синергию кунг-фу чистый урон будет залетать. Дай бог каждому. Плюс еще омник триггерит. Да, мне нужна перчатка 5-го тира. Без перчатки 5-го тира будет не торба. Я буду тормозком с продуктами. Так, отлично. Душим, 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 Свенчика. Душим, не отпускаем его, дорогого. Хорошо. Все. -1. Топ-2 и зашел. Сейчас будет раунд с мобами. После раунда с мобами, надеюсь. Хотя я сейчас, наверное, все, отлично. Перчатка есть. Перчатку закинь в пивную панду, потому что пивная панда, если что, наносит магический урон со своей способности. Все, сейчас перчатка у меня есть, сейчас должно быть и все как по маслу. Если единственный момент, это то, что сейчас может прилететь хекс обратно в мою панду, и все. Помянем. И помянем этого добряка. В самом деле такая спонтанная катка получилась. Интересно, что сейчас моб не упадет. Клевер, кстати, отличная тема. Сейчас я этот клевер закину в хитреца. Повышу шанс срабатывания синергии кунг-фу. Ну, завесу возьму. Так, вот это... Блин. Ребята, у нас огромные проблемы. Там берсерк с башером. А мне этот башер нечем снимать. Хан тупо не идет. Просто хан это был бы кусок мяса, который нормально так бы урона впитывал. Блин, ну я надеюсь, что сейчас у меня хитрец не поймает баш. Если он поймает баш, то забей. Я бы куда сейчас хитреца не ставил, в любом случае будет где-то в той точке. Нет, 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 еще и Дум прилетел. Ай-яй-яй. Ё-моё. Какой же горный вождь мне подливу сделал. Чуть-чуть не хватило для того, чтобы у него омник начал бы хилить и скидывать дебафы. О, все, я этот раунд не переживаю. Ой-ой-ой-ой-ой, боже, какая боль. Какой же гребаный башер. Да. Ну, ладно. Контент я сотворил. Супер на чем-то нестандартном сыграл. На чем-то необычном. Ну, по крайней мере, я так считаю. Потому что Горн, немножко богов. Чисто устроил пандапад. И чисто сыграл на пандападах. Все. На пандападах сыграл. Все. Новая синергия, ребят. Пандапады. Не, ну прикольная игрушка получилась. Да, топ-2 отлетел. Обидно, обидно. Очень обидно. Ну, понимаете, даже если бы я хитреца поставил в другой бы угол, хитрец бы все равно полетел бы в ту толпу. Это его скилл. И вот пока бы он там летел в эту толпу, там был бы тот берсерк, и этот берсерк бы его поймал бы все равно на этот баш. Только, если бы у меня был щит 5-го тира, либо же, соответственно, мифриловый доспех. Только эти два предмета могли мне помочь. Но... Чего нет, того нет. Мне еще и Дум там сверху прилетел, поэтому забейте. Обидно немножко. Чуть-чуть обидно. Знаете, нет, ну топ-2 зашел, прикольно. Я вообще не понял, что чел на 3-м месте собирал. Играл через Керри Свена, по итогу у него убийцы стоят.
Вообще непонятно. Ну, Чоку на первом месте фартануло. Эх. Не, ну магическая панда не справилась бы 100%. Там слишком много бы урона было у меня. Даже если бы я поставил бы чернокнижников, то 30% от хила это были бы слезы от нанесенного урона по мне. Так как там все-таки есть Кираса. Плюс там есть Хускар, который имеет миллион магического сопротивления. И вряд ли бы у меня ваншот прилетел в него. Плюс у него еще и щит пятого тира, который возвращал мне весь этот урон. Ну, короче, ребят, не буду растягивать концовку слишком. Что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто не подписан. А также у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!